Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Думаю, что вы все видели очень красивые работы, которые кажутся невероятно сложными и запутанными. Но все гениальное просто. Я увидела в интернете мастер-класс прекрасной рукодельницы из Бразилии. Ссылку оставлю в описании. Для работы нам понадобятся куски ткани размером 19 на 50 сантиметров, 6 цветов. Для первого варианта возьмем желтый, зеленый, малиновый. Для второго ярко-салатовый, фиолетовый и синий. Еще нам нужны два куска ткани, темно-красный и темно-зеленый, размером 38 на 50 сантиметров. Работу начнем именно с этих больших деталей. Сложим их лицом к лицу и нарисуем изогнутую линию. Затем разрежем по ней. В итоге у нас должны получиться зеркальные детали. Разложим все полосы по порядку. Сначала выпуклую деталь, потом синюю, затем фиолетовую и салатовую. Последней будет вогнутая полоска. Во втором варианте полосы будут располагаться зеркально. Все полосы сшиваем между собой длинными сторонами. Вот здесь строчку делайте мелкой, крепкой. Естественно, что стараемся сначала сшить как можно больше деталей попарно, чтобы лишний раз не обрывать нитки. А потом уже соединяем готовые большие фрагменты. Когда все отшито, переходим к работе утюгом. Здесь швы желательно разутюжить в разные стороны. Получились две большие детали. Одна с красными краями, а другая с темно-зелеными. Дальше у нас очень важная задача. Надо обе детали расчертить на полоске шириной 2,5 см. Перед дальнейшей работой нужно пронумеровать все полоски. А затем уже режем эти заготовки на узкие ленты. Вот здесь мы себе скажем спасибо за то, что шили очень мелкой строчкой. Желательно все полоски разложить по порядку номеров. А дальше мы берем полоски от разных деталей, но с одинаковым номером, и сшиваем их вместе. Вот здесь главное не запутаться в направлениях. У меня сверху полоска, которая начинается с темно-красной ткани. Соединили полоски под номером 1, прошиваем номер 2, затем и все остальные. Мы помним, что ширина полосок была 2,5 см. Примерно по 6-7 мм с каждой стороны уйдет в шов. Видимая часть будет около 1 см. Поэтому очень тщательно работаем утюгом. Все должно быть хорошо расправлено. Раскладываем подготовленные пары по порядку. Всего 20 пар. Затем приступаем к дальнейшему соединению. Сшиваем вместе первую и вторую пару, третью и четвертую и так далее. Отшитые детали проутюживаем и продолжаем работу. Самое главное – не запутаться в нумерации. Полотно получилось очень интересное, его надо проутюжить и подровнять. Размер 52 на 88 сантиметров. Увеличить можно дополнительной тканью. Это укрепит края. Возьмем полоски шириной 8 сантиметров. Дальше подготовим все к стежке.
Для обратной стороны возьмем термостежку. Она приварена к тонкому слою синтепона. Термостежку берем немного больше, чем лоскутный верх. Все ровно разложим и сколем английскими булавками. Самый главный секрет хорошей стежки – это приставной столик. У меня простая бытовая швейная машинка. Надо, чтобы все полотно лежало ровно на одной плоскости с игольной пластиной. Стежку будем делать прямыми линиями, но шов сделаем декоративным, зигзаг в 3 прокола. Сначала прошьем по центру, затем будем идти к краям. Начали с верхнего края, дошли до низа. Следующий шов также начинаем сверху. Прошитое полотно проутюживаем, подравниваем и отрезаем все лишнее. И остается только сделать окантовку. Возьмем полоску ткани шириной 4 см. Как пришить окантовку, я постоянно рассказываю и показываю в своих видео. Сначала пришиваем к лицевой стороне. Затем отгибаем на другую сторону, дважды подгибаем и прошиваем. И получилось у нас замечательное панно, коврик на стену. Чем интересна эта техника? Конвергенция. Можно немного изменить первоначальную раскладку, по-другому расположить большие детали, и получится совершенно новый результат. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мое новое видео. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!